Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вестника Кавказа говорят о футболе, о главных событиях прошедшей недели. К сожалению, вновь должны мы затронуть тему не самую приятную. Это тема странных матчей, как принято говорить, как принято их называть в нашем футболе. Матч очередной между кавказскими командами привлек к себе внимание. Терек Алания. Алания победила. И почему-то мы в этом не сомневались. Алания борется за выживание. Вообще есть специфика. Есть специфика концовки чемпионата. Ну, вверху турнирной таблицы все распределилось более-менее понятно. И, как мы уже в предыдущем нашем сюжете говорили, в честной борьбе. Что касается нижней части турнирной таблицы, то здесь не все гладко. Что ты думаешь по этому поводу? Меня порадовало, что болельщики Терека написали письмо Кадырову. То есть сейчас многие фанаты склонны, когда обвиняют их клубы вот в каких-то неспортивных матчах или в сомнительных матчах, они склонны выискивать соринку в глазу у своих соперников и говорить: ну а вы-то вспомните, как играли. А вот здесь письмо, во-первых, сдержанное, очень корректное, но в письме сказано: вы подумайте о нас. Мы-то любим команду. Получается, что заявление о том, что команда не мотивирована в концовке сезона, вы нас унижаете. И мне кажется, это письмо очень важным проявлением самосознания кавказских болельщиков. Не говорится ни о какой кавказской солидарности. Мы, мол, помогли друг другу, вот, а есть команды, которые находятся под патронажем серьезных госкорпораций, им проще, мы должны помогать друг другу. Этого нет. То есть люди впервые заявили о том, что они хотят видеть качественные продукты, хотят честности по отношению к себе. Меня это письмо очень порадовало, и я после этого болельщиков Терека уважаю. Тем более, что команда действительно в начале сезона показывала очень содержательный футбол, качественно играла, и я знаю, что много поклонников появилось у этого коллектива, среди специалистов хвалили, и вот такая концовка. Тем более, что в самом конце чемпионата другие клубы проявили себя с лучшей стороны. Вот я знаю, что Слуцкий позвонил Радимову после матча в Казани и поблагодарил тренерский штаб игроков «Зенита» за то, что они сыграли, будучи абсолютно немотивированными, будучи чемпионами, против «Рубина», от ножа показали хороший футбол. Я знаю, что Игнашевич, опять же, поблагодарил сборников, у них состоялся разговор в Воронеже по этому поводу, и те сказали, что мы будем биться, мы будем играть. Болельщики в Казани подкололи «Зенит», намекнув на кабинетное чемпионство. Вот здесь у нас чемпионство было настоящее, футбольное, а за вас сработал еще административный ресурс. Но я бы в пику этим болельщикам сказал, что когда Рубин в первый раз выиграл чемпионство, он в концовке сезона вообще бросил играть. Мы помним, как в одну калитку проиграли ЦСКА здесь матч, после чего многие как раз заявили, что вот он, подлинный настоящий чемпион. А «Зенит», будучи немотивированным, все-таки показал хороший футбол в Казани. И это означает, что «Зенит» действительно достоин первого места, достоин золотых медалей. Если команда вот так в концовке сезона играет, значит, она полноценный лидер. И значит, футболисты играют не только за деньги, не только за титулы, но еще и за совесть, за свой престиж. Вот меня это очень порадовало. То есть вот были такие контрасты в этом туре. Опять же, «Сатурн». Футболисты уже давно зарплаты не видели, тем не менее настроились на то, чтобы выжить. Хотя, как я понимаю, уже совершенно очевидно, что команду ждет банкротство. Не знаю, к чему это все приведет, там, к понижению в классе, к исчезновению команды, не дай бог. Но все равно, какая высокая спортивная составляющая, согласись, в предпоследнем туре выиграть у максимально мотивированного соперника, который тоже борется за выживание. Это
дорогого стоит. Здесь вот одно я могу сказать. Надеюсь, что как раз вот эти тенденции, о которых ты говорил, о письме болельщиков Терека, о вот этой игре такой ради зрителей, ради своего престижа, а не только ради денег и там мест, все-таки эта тенденция поборет другую тенденцию. Да, то есть вот мы очень часто пессимистически отзывались о происходящем. И сейчас вообще тон журналистов пессимистический, будем объективно говорить. Но с другой стороны, вот необходимо находить какие-то жемчужинки в нашем чемпионате, находить примеры подлинного фэрплей, узнавать, как люди друг друга поддерживают и как люди играют, в общем, не за деньги, будем объективно говорить, а действительно за престиж. И вот с этим можно уже переходить в следующий сезон. Я с тобой вот в этом плане абсолютно солидарен. То есть о хорошем тоже нужно обязательно говорить. Ну что ж, нам осталось дождаться последнего тура чемпионата России по футболу, старта матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Нам будет о чем говорить еще. Надеюсь, что последний тур чемпионата России принесет все-таки больше положительных эмоций. Борьба за 4 место будет. Да, будет и за выживание. Да, и что эти игры, мы будем говорить о них с футбольной точки зрения, а не с точки зрения там фэрплей и, вернее, нарушения фэрплей и каких-то подковерных дел. Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе были в студии Вестника Кавказа. Надеюсь, скоро мы с вами вновь увидимся.